Всем привет! Меня зовут Бронислав, и это канал, у которого пока еще нет названия на момент записи данного видео. Сегодня я в Мюнхене, и за те 2 дня, которые я здесь нахожусь, я постараюсь показать и рассказать вам, почему же вам стоит посетить этот прекрасный город хотя бы раз в своей жизни. Не будем затягивать и погнали! Наконец-таки прошел паспортный контроль, заехал полноценно в Мюнхен, потому что на паспортном контроле была огромнейшая очередь, и прямо передо мной остановили девушку из-за того, что у нее не было билета обратно, и она собиралась его купить во время своего пребывания в Мюнхене, потом должна была поехать в Париж, насколько я понял. Из-за этого ее начали допрашивать, потом пограничник куда-то ушел, и это очень сильно затянулось. Вот как выглядит выход из аэропорта. Погодка довольно-таки солнечная, но не жарко. Даже немножко дует прохладный ветерок. И в целом климат такой очень мягкий. Собственно, вот как выглядит мюнхенская электричка. Очень яркая, симпатичная. Внутри все выглядит чистенько, опрятненько. Как я понял, из аэропорта Мюнхена в центр города идут 2 электрички. Одна из них С8, которая скоро отбывает. И напротив нее находится платформа для электрички С1, которую я как раз таки и жду. Будет она здесь через 7 минут. В принципе, сам процесс покупки билета на общественный транспорт в Мюнхене довольно-таки удобен, потому что есть единый сайт MVV, я пользовался им, где есть несколько типов билетов, которые туристы и жители города могут приобрести в зависимости от их нужд, времени пребывания и какие районы они собираются посещать. Тот билет, который я взял, стоил примерно 16 евро, чуть-чуть больше. В него входил трансфер с аэропорта до центра города и передвижение по центру города в течение суток. То есть 16 евро стоил билет на полные сутки. В целом электричка довольно-таки удобная, быстрая. Примерно дорога от аэропорта до центра города заняла 40-50 минут. И были довольно-таки красивые зеленые виды по дороге. Очень удивило то, что Мюнхен очень зеленый город. Много деревьев, кустов, растений. Только в течение всей поездки не покидало ощущение какое-то, что, возможно, я еду зайцем из-за того, что у меня никто не проверил билет. Хотя у меня был QR. Потом я прочитал, и оказалось, что в Мюнхене есть контролеры, которые выборочно заходят в общественный транспорт и могут спросить у вас билет. Но такое происходит не всегда, поэтому здесь все строится по большой части на доверии. Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядят самые обычные улицы Мюнхена и направимся в следующее место. Сейчас мы с вами находимся в музее BMW, который был открыт в 1973 году, перед началом открытия летних Олимпийских игр, которые проходили в Мюнхене. Здание выглядит очень интересно. Оно стилизовано под круглый цилиндр, который имитирует собой головку поршня. В самом музее представлены более 125 экспонатов, включая раритетные модели мотоциклов, автомобилей,
заканчивая самыми новейшими моделями BMW, которые сейчас только существуют. Залы музея BMW действительно впечатляют. Здесь собрано столько уникальных машин от классики до настоящих легенд. Вот, например, автомобиль, на котором ездил Элвис Пресли. Смотришь на это и понимаешь, что перед тобой находится живая история. Каждый зал тут действительно со своей атмосферой. В одном из залов первой модели BMW простые, без лишнего блеска, но именно с них все начиналось. А дальше уже легенды, гоночные автомобили, от которых просто не оторваться. И вот идешь, смотришь на все это и понимаешь, что музей вообще не только про машины. Это про историю, про мечты, про то, как будущее встречается с прошлым. Даже если ты не фанат авто, здесь реально можно зависнуть на пару часов просто из-за того, как все красиво и круто сделано. Честно говоря, чувствую себя немножко предателем, потому что всю жизнь любил Mercedes больше, чем BMW. И в семье мы пользовались тоже у нас в основном автомобилями марки Mercedes. Но этот музей действительно выглядит отлично. Все машины, все экспонаты, которые здесь находятся, выглядят просто блестяще. Каждая деталь автомобиля, каждая деталь двигателя, она буквально сверкает. Поэтому, я думаю, все, кто любит автомобили, автопром, обязательно посетите это место. Оно действительно впечатляет. Честно говоря, я такого вообще не ожидал. Bake that pop. Pull up, hop out, then I swerve. Bake that pop. Bake that pop. Pull up, hop out, then I swerve. Bake that pop. Ну что ж, а мы с вами поднимаемся на верхние этажи музея. Здесь можно увидеть редкие модели лимитированных серий, которые никогда не выходили в массовое производство, а существовали скорее как визитная карточка мастерства бренда. Отдельно стоит упомянуть зоны для фотографий. Они сделаны очень стильно. Можно не просто снять машину, но и сделать фото в специально оформленных пространствах, где свет и фон подчеркивают каждую линию автомобиля. Не знаю, как вам, но вот эта машина мне очень сильно напоминает DeLorean, машину ученого из фильма «Назад в будущее». Надпись «Финиш» прямо нам подсказывает, что наша прогулка подошла к концу. Но прежде чем уйти, давайте еще раз посмотрим на здание снаружи. Мюнхен – это третий по величине город в Германии, после Берлина и Гамбурга. Население насчитывает более 1,5 миллиона человек, и Мюнхен часто называют северной столицей Италии за то, что граждане Мюнхена очень любят такой расслабленный ритм жизни, уличные кафе, такую нерасторопную, чилловую, я бы даже, наверное, сказал, жизнь. И это действительно так. Есть в Мюнхене одно место, которое мне особенно запало в душу, и именно туда мы сейчас и направляемся. Сейчас я нахожусь в парке Englischer Garten. Это парк прямо в центре Мюнхена. По своей территории он даже больше, чем центральный парк в Нью-Йорке. Люди здесь активно занимаются различными видами спорта, купаются в ледяной речке Айсбах,
Просто здесь такое огромное количество народа, что словами не описать, я вам сейчас покажу. Ну а сейчас мы с вами направляемся к очень интересному месту. Вы вряд ли ожидаете увидеть такое в центре Мюнхена. На самом деле очень жалко, то, что в Мюнхене всего лишь на 2 дня. Сейчас очень жалею о том, что не взял билеты на подольше, как минимум из-за этого парка, потому что, чтобы его полностью обойти, 1 дня будет точно мало, но здесь очень много красивых мест. Честно говоря, здесь я впервые увидел, как играют спайкбол. Смотрится очень интересно и динамично. Спасибо огромное ребятам, что разрешили снять этот момент. Ну, как и везде, у подростков здесь тоже каждый мяч обсуждается, за каждое очко спорят, но в итоге это только добавляет веселья. В парке жизнь кипит. Люди приходят сюда отдыхать после работы или встречаться с друзьями. Кто-то катается на велосипедах, кто-то играет в мяч, кто-то просто лежит на травке и наслаждается солнцем. Тут же небольшая тусовка с музыкой, а ребята рядом играют в бирпонг. Все это создает невероятно легкую атмосферу, будто у каждого сегодня маленький праздник. Сам город Мюнхен довольно-таки знаменитый из-за одного праздника. Я думаю, многие из вас о нем слышали. Это фестиваль пива Октоберфест. И даже несмотря на то, что я прилетел сюда в середине июня, все равно очень сильно ощущается дух Октоберфеста. Потому что даже сейчас, среди бела дня, я наткнулся на точку заведения Хофбрау в центре парка, где сидело огромнейшее количество людей, которые посреди бела дня были рады выпить кружечку-другую холодного, светлого, фильтрованного, нефильтрованного. Поэтому можно сказать, что дух Октоберфеста царит здесь круглый год.
Ну что ж, а мы подходим к основной точке Hofbrauhaus. Это, пожалуй, самая известная пивная в мире, куда каждый день приходит 1000 людей за атмосферой Мюнхена. Сейчас я нахожусь в одном из самых знаменитых заведений Мюнхена. Оно называется Hofbrauhaus, потому что ранее я называл его неправильно. Заказал их самые основные блюда. Заказал одну кружку светлого пива. Честно говоря, я вообще обычно не пью алкоголь, очень-очень редко. Тем более пиво, но я думаю, грех будет не попробовать в Мюнхене их знаменитое пиво. Меню маленькое, но очень удобное. Здесь каждый найдет что-то себе по душе, а официанты с радостью помогут определиться. Принесли пиво. Сейчас попробуем, как оно на вкус. Ваше здоровье. Оно действительно очень вкусное. Такой вкус очень мягкий и освежающий. Привкус такой тоже сладковатый, очень приятный. Сейчас будем пробовать их фирменное блюдо. Это свиная ножка с специальным соусом и картофелем. Самое топ вот их светлое пиво. Ну что ж, будем пробовать их фирменное блюдо. Честно говоря, оно выглядит огромным, просто огромным. Кусок мяса очень здоровый. Я не знаю, как я буду его сейчас разрезать. Плюс тут так шумно из-за огромного количества народу. Плюс у них здесь еще играет оркестр. Поэтому здесь такая очень своеобразная атмосфера шумного бара. У них на сайте написано то, что здесь более 1500 посадочных мест. Поэтому места здесь не бронируют заранее обычно, не считая второго этажа, если я не ошибаюсь. Поэтому, если вы захотите сюда прийти, вы всегда найдете себе место. Ну, а мы попробуем. Это очень вкусно. Сочетание мяса и соуса очень интересное. Потому что соус он отдает немножко таким, как бы правильно объяснить, немножко мятным ароматом. Из-за этого вкус получается довольно глубоким. Не знаю точно, как объяснить. Оказывается, данное заведение является не просто знаменитым в рамках Мюнхена. Hofbrauhaus является самой знаменитой пивной во всем мире. Ежегодно данное заведение посещает более 1 миллиона людей. И оно было открыто еще в 1589 году. Поэтому здесь в свое время присутствовали такие знаменитые люди, как Моцарт, Ленин и, к сожалению, Гитлер. Я очень сильно надеюсь, что когда Гитлер посещал данное заведение, оно еще не было настолько вкусным, как сейчас. Ну что ж, я доел практически все, что заказал. Даже официант, который подошел, когда забирал мои тарелки, он сказал то, что он горд за меня, что я смог съесть так много, но я точно переел. В частности, из-за того, что было очень вкусно. Мой конечный вердикт, все было очень вкусно. Особенно пиво, я был очень приятно удивлен вкусом пива, потому что я не так часто его пью, потому что мне оно не особо нравится. Но здесь светлое пиво заходит очень легко и отдает действительно нотками свежести. Свиную ножку я бы точно заказал один раз,
Но второй раз я бы заказал уже что-то другое, чтобы попробовать больше блюд здесь. Яблочный штрудель ближе к концу я смог действительно распробовать вместе со сливками. Смешав все ингредиенты вместе, он получился очень вкусным. И придя в следующий раз, я бы заказал его с радостью еще раз. Поэтому обязательно приходите сюда не только из-за вкусных блюд, но и из-за колорита данного заведения, потому что оно пропитано действительно духом Мюнхена. Здесь отличная музыка, очень много людей, тут всегда оживленно. И чувствуется то, что жизнь здесь кипит. Поэтому обязательно приходите сюда, чтобы почувствовать данную атмосферу. Одна из интересных особенностей Hofbrauhaus – это система личных кружек. Если вы приобрели кружку, она хранится на полке до вашего следующего визита, и вы всегда сможете ее забрать. Еще здесь используют специальные токены. Они нужны для оплаты пива в самообслуживании или на некоторых барах. Вы даете токен и получаете напиток, что делает процесс быстрым и удобным. Не знаю, что именно там происходит, но какой-то плюс вайбик точно присутствует. Вот что действительно классно в путешествиях, это то, что никогда не знаешь, что встретишь. Вот, например, прямо рядом с музеем проходят уроки танго, и, надеюсь, я не смущал людей во время занятий. Ну а нам теперь пора двигаться дальше, к следующему дню. Сейчас 10 часов утра, и очень сильно ощущается тот расслабленный ритм жизни в Мюнхене, о котором я говорил ранее, потому что на улицах не так много людей. Интересно то, что вечером и ночью людей также не особо много. Я думал, что это связано с тем, что жители Мюнхена более активны с утра, но видя картину утром, такое ощущение, что только в дневное время можно встретить большое количество людей в парке. Вот мы и снова на Мариенплац, и на свету все выглядит совсем иначе. А сейчас начинается шоу на главном здании, где каждый день куранты с фигурками показывают небольшую историю города. А теперь поднимаемся на смотровую площадку в церкви Святого Петра. Всего наверх ведет около 300 ступенек, поэтому подъем может показаться немного утомительным, но он того стоит. С высоты все выглядит намного интереснее. Видно и площадь Мариенплац, и весь старый город.
теперь вниз по всем этим бесконечным лесенкам. Внутри церковь Святого Петра выглядит просто потрясающе. Высокие своды, витражи и детализированные росписи создают впечатляющую атмосферу. Ну, подняться на смотровую площадку было довольно-таки тяжело. Еще, возможно, как многие знают, немцы очень строги к правилам, и у них на каждом лестничном пролете написано то, что нужно пропускать тех, кто поднимается вверх. И если, не дай бог, вы столкнетесь вот так с другим человеком на лестнице, они обязательно как-то пшикнут или, в общем, выразят свое недовольство. Но справедливости ради, так случается нечасто. Thank you. Вот меню заведения Weiss's Brauhaus. Оно компактное, но достаточно разнообразное. Каждый найдет что-то на свой вкус. Я же пришел сюда специально, чтобы пробовать фирменные сосиски с квашеной капустой и темное пиво. Кстати, если сомневаетесь с выбором, официанты всегда подскажут и помогут определиться. Наверное, по моим видео не скажешь, но я действительно обычно редко пью. Но сейчас 12 часов дня в Мюнхене, я уезжаю через 4 часа. И напоследок хотел еще попробовать темного пива здесь. Размер небольшой, 0,3. Обычно все здесь пьют хотя бы по 0,5 кружками. Некоторые даже по литру, но для меня это будет чересчур. Поэтому я сейчас попробую темное пиво. По сравнению со светлым, вкус гораздо более терпкий такой, твердый и отдает такими нотками пшена, что ли, чуть такими ярко выраженными, но тоже довольно-таки вкусное. Сосиски очень вкусные, отдают таким пряным вкусом изнутри. Видимо, из-за приправ, которых добавили. Действительно, в Мюнхене люди прям очень любят пиво. Сейчас 12 часов дня, и все столы, которые сидят вокруг меня, почти у каждого есть на столе пиво, за исключением буквально пару людей и детей. А так все прям с обеда могут пропустить хорошую кружечку. Так, ну а мы с вами направляемся в мюнхенскую резиденцию, и вы только посмотрите, какая машина приехала мимо. Я не знаю, что это за модель, но, пожалуйста, кто шарит, подскажите. Мне очень интересно узнать, сколько она стоит. Сейчас я нахожусь в мюнхенской резиденции, точнее в музее мюнхенской резиденции. И, честно говоря, мне было немножко сложно найти вход. И я думал сдаться, так как немножко
могу опоздать на поезд, но из-за фотографий в Google Maps решил все-таки найти, откуда же все-таки я могу войти в эту резиденцию. И ни капельки не пожалел, потому что только что прошел огромный холл, где на потолке были фрески. И вживую это выглядит просто потрясающе. Очень красивое творение. Стоит, чтобы увидеть вживую. Резиденция в Мюнхене по-настоящему впечатляет своими залами и интерьером. Смотришь на фрески на потолках, старинную мебель и картины и понимаешь, сколько труда и искусства вложено в каждый уголок этого места. Это мой первый визит в Европу, не считая России, поэтому такой стиль архитектуры для меня немножко в новинку, и поэтому я был действительно восхищен. Мюнхенская резиденция рекомендуется к посещению как минимум из-за этих прекрасных фресок на потолке и чтобы взглянуть на модные ковры на стенах. Ну что ж, после модных ковров на стенах пришло время попрощаться с этим прекрасным городом. В Мюнхене я пробыл буквально 1,5 дня, но этот город оставил очень приятное впечатление. Я бы точно прилетел ближе к Октоберфесту, чтобы посмотреть, как преображается город к этому времени. Ну, а вам же желаю тоже погрузиться в этот прекрасный город и посетить его хотя бы раз в жизни. Ну, а мы будем переходить к заключительной части видео. Вам всем спасибо за просмотр. Не знаю, выйдет ли это видео на канале или же нет, но это был своего рода эксперимент какого-то небольшого travel-влога, чтобы смотивировать людей на путешествие, на посещение этого прекрасного города. Надеюсь, что вам все понравилось. Буду рад советам, конструктивной критике, потому что есть очень много моментов, которые хотелось бы улучшить. Качество съемки, подачу и так далее. Но буду стараться и надеюсь, что скоро увидимся снова. Поэтому всем пока-пока.